Доброе утро, народ. Сегодня есть тема небольшая, обсудим. Но сначала скажу, всегда забываю, но вот сегодня уже так настроился. Видео снято в формате 360 градусов. Это значит, что можно его вертеть во все стороны на ютубе. Наверху там будет колесо. Вот. В левом углу. Вот можно на него стрелочки нажимаешь и вертится. Можно посередине этого, как его, самого видео, мышку зажать левую кнопку и вертеть видео во все стороны. А можно еще на клавиатуре вот эти вот клавиши, которые отвечают за вот это вот, ну, там какой-то игре, они вперед-назад, влево-вправо, это вот это вот АС, В, АС, двойное В и Д. Если ничего не путаю, ну, слева на клавиатуре в углу вверху. Ну, я пользуюсь всегда мышкой. Самое удобное. Зажал левую клавишу и крутишь себе куда хочешь, как хочешь. Ну тут особо сегодня это так, когда при такой темноте и когда не наверху. Обычно я на машину ставлю сверху. Тогда можно хоть что-то увидеть. А так как это в школе не учился, и поэтому чуть свет и на работу. Вот такая это. Но день уже добавился. Вчера я приезжал домой. Вот в этом году что-то не запомнил. В прошлом году была 16:32 и включили освещение городское вот это вот. А вчера сидел дома, была 16:40. Смотрел и ничего не было. По-моему, ну что-то так где-то, ну потом прозевалось, включили. Так, ну это все была лирика. Теперь о более серьезном, о самых приятных. Сейчас только будут самые приятные вещи. Так, первая вещь, которая была известна еще до Нового года: у нас дешевеет газ и электричество. Дешевеет газ на 10%, а газ на 8,5%, а электричество на 10%. Но оно может колебаться плюс-минус, разные дистрибьюторы, разные эти поставщики, ну, одно и то же. Вот, поэтому будут у кого как. Ну и кто на чем и как топит, огревает, и это, там разные тарифы, разные это. Но приятная вещь. Вот, какие-то копеечки там где-то чего-то у нас сэкономятся, в общем. Как обычно, с начала года это, да, ну, с этим, как его, связано с подорожанием, а тут прям красота. Но посмотрим, первая платежка должна сегодня-завтра прийти за коммуналку, посмотрим, поэтому, ну, пока не пришла, не могу сказать, не знаю. Если будет заметно, это, перерасчет у нас будет аж где-то в апреле-мае. Тогда уже будет ясно, как на следующий год сколько платить. Ну, они все посчитают, если вернут нам что-то. Ну, обычно как? Обычно нам не возвращают. Нет, есть такие, что возвращают, да. Но у меня было так, что мне не возвращала компания. Вот, кому мы платим. А сделали перерасчет, и вот когда я перешел на вот эти энергосберегающие лампочки, выкинул все черту эти компы настольные, вот, только ноутбуки, поменял эти, как их называются, мониторы, ну, с ноутбуками, естественно, ну, получается, да, эти, выкинул, вот,
то это... Ну, у меня моноблок iMac, поэтому у меня не коробка это огромная, а что-то 3 компа, они, ну 2 или 3, они постоянно работали, не выключались. Вот, плюс лампочка, это все. И мне пересчитали, я 7 месяцев не платил за... Мне понизили, во-первых, а во-вторых, я 7 месяцев не платил за электрику. Вот. То есть экономия была ощутимая, бешеная. Вот. Следующий фактор, который это приятный, вчера узнал, не обращал внимания. Поехал заправляться, и подешевело. И существенно. На этой заправке, тут, где она возле дома, она не, ну, она находится в этой, как его, в цепи этих, которые, или на списке тех, которые можно заправляться, они такие подешевле по сравнению с остальными. Потому что те, которые в оживленных местах и где-то там на артериях, на таких крупных, особенно за городом, ну, на трассах, там уже по сравнению с таким захолустьем, то там и на 2 денежки больше, и на это вот, за литр. А я вот не помню, последний раз я заправлялся блин, сколько же я заправлялся? То ли 35,70, то ли 35,50, не помню просто. Вот, и это не на самой дешевой. Сейчас самый дешевый, ну, одну из самых дешевых, их тут, я знаю, 2. Но та еще дешевле, чем то, что сейчас... Вернее, я знаю 3, вот сейчас 2 мы будем проезжать. У них между ними тоже разница там на небольшие копеечки. Но есть еще одна, но туда сейчас не езжу, на ту самую дешевую. Поэтому я покажу. Вот, то сейчас... Вчера заправился возле дома 35-20. Вот. А это 50, то ли 53, то ли 56 литров заправил солярки. Вот, 35-20 она. А была то ли 35-50, то ли 35-70. Что-то такое, не помню. Вот. Ну вот, получается, на 50 литрах, на 30, да, 15 денег я сэкономил. Не, ну, мелочь, 2 раза заправляюсь. Просто сам факт, что оно не подорожало. Ну, мелочь, понятно, она будет плавать. Это... Но уже год такая цена. И просто плавает чуть выше, чуть ниже, чуть выше, чуть ниже. Да больше года, с сентября месяца. Вот как в сентябре в прошлом году была 39,90. И вот это... Ой, не доспал. И вот это вот она упала. И вот в таком вот держится. То 36, то 34, то 37. Ну вот так вот плавает все это. И можно сказать, стабильно. Ну, не думаю, что вечно, но вот посмотрим, как долго продержится. Ну, уже год держится. Так. Вот что. У нас это праздники, еще вот такой момент. Праздники-то у нас уже закончились. Вот, а праздники было классно. 2 дня взял выходных, 9 дней был дома. Просто супер они вышли. Обалдеть. Ну, там считаешь и суббота, и воскресенье, потому что вот 20-го я закончил и 30-го вышел. Можно было, ну, то, что 30-го вышел на работу, это всю неделю еще такое было, что 30-го, что 2-го. 30-го вообще 3 человека было на работе. А это, ну там 2-го, ну чуть-чуть веселее, но тоже. Все, вот с 6 числа у нас все. Нормальный режим. Было снега насыпало. Так.
Ну а теперь другой момент, такой более еще, опять тоже позитивный, все. Я ж там начал акциями заниматься. На биржу вышел. Ну и много вопросов. В общем, сам... Ну, ищу, там учусь, нахожу, все. Ну, есть вопросы, которые бы хотелось бы вот. А так вот пока вот на них ответа не нашел. Может, там кто там в теме, так, ну так, моей книги, я там потом в комментах напишу, что, потому что так озвучивать, ну, например, простой, да? Отличается, выскакивает сейчас, как из рога изобилия, посыпались проценты. Вот январь месяц прям вообще, блин, как золотой дождь. И стоит дата ориентировочно выплаты, да? А так как биржи разные, ну, можешь купить за евро, можешь... Счет в еврах. А биржи разные, можешь покупать в еврах, в фунтах. Ну, вот у меня одна в фунтах, много в долларах, в евро, но в фунтах одна только. Вот. И когда дивиденды или, ну, проценты так называемые, они пересчитываются по курсу доллара к евро, или наоборот, как они там считают. И этот курс прописан все. И вот стоит ориентировочная дата. У меня есть такие уже фирмы, которые, ну, или компании, которые уже написали акции, которые будут платить и в феврале, и в марте. И эта цена вот плавает. Ну, понятно, это они еще отсечку не сделали, не это, и акции, это падает от стоимости акций, от прибыли, это ориентировочно все. Но для себя, чтобы записать, я пришел вот к чему. Нужно записать после того, как прошел перерасчет, и то, что тебе прошло через твой счет, а не вот это вот ориентировочное. Потому что, ну, я записал, допустим, там, а потом не усмотрел ее, и за 3 дня она поменялась. И там не намного, но общая картина, если так, 10 штук таких собрать, то общая картина потом будет меняться, и процентов, и всего. Если я правильно понял, нужно вот смотреть все движения потом по счету. Там стоит дата, конвертация, все. И вот то, что тебе приходит, это вот твоя, это именно твоя чистая прибыль. Потому что там налог снимается еще не у всех, но бывает этот, как он называется, поплаток-то этот, ну, за это... За биржу, ну, биржа, манипулячный поплаток. Ну, короче, за то, что биржа там шевеление производит. Она там, ну вот сейчас вот у меня там взяли 9 центов. И чистое мне пришло, там, я не помню количество акций, вот 7,17 евро. Уже там было 7,54 в баксах, вот 0,9 они взяли, значит 7,45. В баксах, и 7,17 мне пришло. Я вчера проверил счет, все, вот разницу эту. Да, вот 7,17 будет сконвертировано на 7,17. Но я еще... Это уже стоит такая которая вот, как там, графа или строка, где написано все. Но сама конвертация еще будет написана в счете, в движении счета. Вот там вот еще посмотреть. Ну вот, хотел бы узнать, если правильно это делаю. Или, может, другие варианты есть. Ну, вот так вот для себя нашел. Высвечивается это 7,17, а потом движение по счету только проверить, если это правильно. И вот если они совпадут, значит, я нашел, ну, правильные цифры или вот
движения. Но может есть что-то еще такого более простого, чтобы так вот не сильно заморачиваться. Потому что там есть еще третий параметр. Оно видно, когда деньги на счету, и плюс, когда деньги на биржу записываются, чтобы вот эти два параметра, когда сошлись, тогда уже можешь ты торговать. Там покупать, продавать, что там собираешься делать. И там тоже вот эта вот разница сошлась. Как бы третье доказательство того, что я как бы на правильном пути. Но вот надо еще счет сегодня посмотреть. Вчера смотрел, не было движения по счету. В общем, посмотрим. Ну вот такой момент. Потом, следующий момент, если я правильно понимаю, у меня есть портфель акций. И вот он мне пишет цену в моем портфеле, когда открываю свой аккаунт там, или это кабинет. И вот слева цена акций на данный момент, а справа средняя моя, в зависимости, если несколько раз покупал одну и ту же компанию. И если, например, акции, спекулятивная цена ее просела, значит, следующая таблица еще уже после моей средней, там стоит общая, и получается она падает вниз. И показывает, насколько акции просели. Это. И вот, если я правильно понимаю, сейчас, допустим, я покупаю определенное количество этих акций по низшей цене. У меня мой пакет этих акций, средняя цена опять падает. И, естественно, вот эта разница, которой я ухожу в минус, она уменьшается. Вот. Тем самым я занижаю средний пакет акций, стоимость на одну акцию, я имею в виду средний показатель, и тем самым я повышаю процентную ставку. Вот. Такая вот, еще такая мысль. Вот. Но я думаю, что это правильно все. Потому что таблицу я себе в этом намбере сделал. Там всякие вот эти показатели. Потом сделал, чтобы усредненную показывали и процентное отношение за год. Вот. А так как, я говорю, так как я только вот, только, да, то, оно все равно в пересчете на год, но там есть большой показатель. Почему? Потому что я компанию купил, и у меня получилось, я купил, они там через 2 дня сделали отсечку, закрыли дивиденды, и за то, что у меня расстояние маленькое, по дням прошло, временный отрезок, там проценты бешеные, там у одной компании у меня вышло 68%. Вот. Вот такой вот момент. И вот интересно, потому что так как экономика у нас все хорошо, красиво, банк понижает процентную ставку, то есть там деньги лежат, и вот у нас было с сентября месяца 4,2% на сберегательном счете. И они гарантировали это до 1 января. Вот. И с 1 января уже ж никто не гарантировал. И вот сейчас гарантируют. Но я смотрел, новая процентная ставка, но не сказали это, как ее. Не написано до когда. Что-то какая-то интересная гарантия. Но они, наверное, в чувство придут. Вот. И это... На 2 десятинки они убрали. То есть уже 4 у нас. А было 5,5. То есть денежки каждый месяц добавляешь, а если есть возможность, да, на сберегательный. И они рост уменьшаются.
И вот у меня там была одна, цель, чтобы это, достичь этого параметра. Годовую показатель. Но вот не получилось. 2 месяца были эти показатели, но хотелось выйти аж на год, но вот не вышло. Там же они еще рассчитывают по месяцам, каждый месяц разный, так как от количества дней рабочих банка. В общем это. И поэтому вот с акциями сделал это. Сделал что? Вот этот вот средний показатель прибыли за месяц по акциям. И как только он у меня сравняется с банком, так как в акциях у меня намного меньше денег, чем в сберегательном, а рост очевиден, потому что разные компании дают по-разному, но там есть у меня еще среднегодовая, чтобы понять общую портфель, сколько дает процентов. И если он будет больше, чем в банке, даже на 2%, так смысл. Поэтому буду наращивать портфель там, увеличивать объем, количество компаний по акциям, и сам объем акций буду увеличивать. Естественно, такой сейчас пока начальный процесс. И буду смотреть, сколько какие компании как красиво растут, платят, дают, и так далее. Так, вот, это не самое дешевое здесь сколько. Вот это вот тот случай, что я говорил. Вот я вчера заправился 35,20, а тут 37,50. Это вот такая. И вот с левой стороны тоже. А вот сейчас будет, вон там дальше справа. Ее вот уже видно было. Не знаю, сейчас видно, нет? Вот, там уже будет, тут сколько? Тут тоже 37,50. А вот тут сейчас будет 35, а вот сколько? 50. Потому что здесь обычно дешевле, чем у меня возле дома. А ну. Нет, 36,20. Ага. А нет, 35,20, вру. 35,20, вот как и я. Но тут обычно дешевле, чем у меня. Но сегодня это 35,20. Но вот сейчас мы заедем на эту. Вот самая дешевая. Одна из самых дешевых, которая тут. Вот, находится. Что нам по пути можно заправиться. Сейчас покажу. Тут она уже недалеко будет. А потом еще про крипту расскажу. Так, вчера вот заправился, доезд у меня показывает. У меня бак 63 литра, я вчера 55 долил. И вот сейчас средний расход. У меня показывает доезд. Оно высчитало 920. Вот. Я доеду еще 920 километров. Это такое, оно сейчас изменится, куда-то там газанешь туда-сюда. И это в таком режиме, в таком темпе. Так, вон она, уже добавилась, я ее пока не вижу. Потому что мост закрывает. Че, он замерз? Так. 34,90. Да, сейчас проверим, если это этот параметр. Да, должен. Да, дизель 34, вот, видите. Почти на 1 я не помню, сколько я нет, 35,30. А 34,90, сейчас надо будет посмотреть, что, потому что 35,30 должен был дизель быть. Сейчас гляну. Вот. Но обычно вот на этой заправке еще дешевле.
Сейчас, ну я не знаю, если отсюда я увижу с моста. Что я там не понял. 34, что было 34,90. А, да, дизель, натурал 30. Вот. Дизель 34,90, все правильно, потому что она самая дешевая всегда. Вот. То есть даже вот если бы я 50 заправился, 35-50 в прошлый раз, а сейчас на 60 копеек дешевле он. Ну вот, 55 я заправил, да, 30, ну вот. 3 бутылки пива. По моим, ну, тот, который я иногда пью пиво, вот 3 бутылки. Или почти буханка хлеба. Кило 200 у нас хлеб. Стоит 44,90 или 44,50. Что-то такое. Вот. Так, ну а по поводу крипты, ребята, крипту я только покупаю. Каждый месяц приходит зарплата. У меня пакет денег, которые я инвестирую. 4 направления, ну 3-4 монеты. Вот, нумизматика, ну там скромно, так, то, что мне нравится. Вот. Потом это, крипта, сберегательный счет и акции. Ну, крипта и акции одинаково. Монеты от случая к случаю. И банк там, все, что там остается, какие-то копейки. Для банка это банк, сберегательный счет для того, чтобы это... Ну, мало ли, деньги готовые, надо вот сразу раз, наличка, раз и это. Но банк будет уменьшаться, как только будет это. Если я буду видеть, что акции у меня намного лучше, даже с риском банкротства компаний, так как, ну, я там делаю... У меня каждая компания получает одну и ту же сумму, я выделяю на покупку акций. Тем самым я уменьшаю риск. Каким образом? Когда я эту стоимость в процентах начну получать месячную, но не месячную, даже годовую, эту сумму, что я инвестирую в один пакет акций, при одноразовую покупку я делаю на определенную сумму. Вот когда я эту годовую эту сделаю, эти проценты, эта сумма будет годовая мне приходить на эту, так тогда риск минимизирован в плане, даже если я ничего не заработаю, то я ничего не потеряю, так как банкротство одной компании. Ну вот 20 компаний это уже 5% риск. Банкротство это 5% риск. Чем больше компаний в портфеле, тем меньше этот риск. Ну, процент. Ну вот у меня уже есть 20 компаний, уже вот акции 20 компаний, это, ну и потихонечку там ищу дальше, и хочу сделать еще больше. Вот, а там потом посмотрим, а потом уже буду сортировать, какая... чего сколько дает, чтобы там зря деньги не лежали в ней. Лучше, может, их перекинуть в ту, которая больше дает прибыли. Так что вот такие вот с утра у нас дебаты, разговоры о важном за рулем. Вот, наверное, этот надо так и назвать. Разговоры о важном в процессе езды. Да? В общем, ребятки, всем спасибо за ваше время. Всего доброго. И до скорых встреч.